Tahina, 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 this is free. Ну вот и пришло время покинуть прекрасный остров Экзумос. 2 месяца я здесь провел. Ну, не только на этой якорной стоянке, а вообще по островам, по Экзумос мы посетили, в общем-то, в итоге, наверное, не знаю, может около 15 маленьких островков, разных стоянок, и было супер классно. Ну, а сегодня, даже не так, а завтра хотелось бы быть на острове, который туда севернее, миль 110 где-то, Элютра. Значит, подумал, а поделю-ка я этот переход на 2 участка. 50 миль, там 60 миль и еще потом 50. Чтобы ночью не плыть и все такое. Пляжики вот здесь красивые. Туда, там открылся новый развлекательный центр для яхтсменов, который содержит бар, маленький ресторанчик и супер пляжик. Вот. Ну ничего, зато сегодня переход вниз по ветру. Я думаю, все эти проделать достаточно быстро. То есть вот это следы движения тут, где мы только не были, а? А сегодня план такой же, опять выйти. Вот здесь знакомое место. И туда-туда. Туда-туда. Ну, скажем, где-нибудь. Ну да, вот здесь, например. Станил Кей. А завтра уже со Станил Кей прямо вот сюда на Кейп Лютра. Я сюда обязательно вернусь. Ну, может быть, через полгодика-годик, но обязательно вернусь. Вон там Джорджтаун, на тузике доплыть. Там вся продовольственные магазины, пиво, если хочется, все есть. Здесь очень много и плотно стоят корабли, поэтому парус я ставить пока не буду. Ну, может быть, где-то вот здесь. Потому что сейчас предстоит между ними вот так вот и пройти. Я вообще стал очень консервативен с годами, когда касается яхтинга и навигации. Я выберу самый безопасный, самый комфортный маршрут теперь. А вот раньше было не так. Раньше скорость умнее. Плотненько они здесь все стоят. А там нельзя пройти, там все мелко-мелко. То есть вот здесь как бы и судоходный канал, и стоянка одновременно. Ну ничего. Я думаю, я смогу пролезть. Electrical problem. Would love input, direction from someone in the harbor here. Over. Самый ответственный момент — выход из пролива. Нормально. Что-то упало там внизу. Финальный кусочек. Но это только здесь такая волна. И это я еще специально выбрал время, когда закончился прилив и скоро начнется отлив. Вот если бы еще и отлив был, все, высота бы волны удвоилась.
катер решил вернуться. Ну, наверное, это правильно в какой-то степени. Ну все, паруса стоят, ветер 25 попутный, полный грот, полные гены. И до свидания, Джорджтаун. Вон еще кораблик вышел. Не, просто таким ветром надо пользоваться. Хоть это, конечно, может быть и можно было бы и подождать. Я уже Марину зарезервировал на 2 дня. Кстати, это будет весьма символично. 2 месяца я не заходил ни в какие марины. То есть полностью 2 месяца автономного плавания. Удивительно, да? То есть только за едой, только на берег за едой, а вода опреснителем, батареи солнечные работают, воду греть генератором. Так что жить хорошо. Ветер очень нестабильный. То 16, то 27. Но зато скорость вот 8,5. Кто-то даже навстречу идет. Пеликан. Со скоростью 5 узлов. А Дезидерата 1,4 мили осталось. Но я сегодня не настроен на соревнования. Мне далеко все-таки сегодня идти. Комфорт. И еще раз комфорт. А тем временем конечно же, камера не передает полностью все ощущения. И ветер на лице, и брызги соли, брызги воды, свежесть моря. Но хорошая новость. Осталось 38 миль до точки. Я немножко убрал Геную, а то все время автопилоту приходилось только и делать, что возвращаться обратно на курс. Так что сейчас у меня будет часик-полтора съесть яблоко, выпить кофе и послушать книжку.
Продвигаемся потихоньку. — 29 миль осталось. И хорошая новость в чем? Как-то все очень стабилизировалось. Кораблик идет ровно, больше не пытается носом к ветру встать. Это значит, что паруса сбалансированы. И вон там в 60 милях Хат-Айленд у нас закроет скоро. Я думаю, через часик. И даже, наверное, это волнение, ну, если не кончится, то поубавится. Так очень хорошо.
Осталось 5 миль. То есть есть шанс, что даже засветло я там буду. Даже наверняка. Кораблик меня обогнал, конечно, вон он. Я даже знаю, как это произошло. Он более короткий маршрут выбрал, если вкратце. Вот. Море не поменялось. Хотя, наверное, стало поспокойнее. Да и ветер стих. То есть порывов до 30 уже нет. Так, 20 максимум. И то в основном, наверное, где-то 16. Чаще всего. Но я тоже время не терял. Салатик на ужин готов. Так что... Где вот эти ребята стоят, я туда. Так вот сюда. Раз, и все. Последняя, самая веселая часть. Заход в пролив. Но... Я грамотно подобрал время, чтобы был именно конец отлива и начало прилива. То есть не должно как бы быть плохо-то уж совсем. Хотел здесь пройти, но вместо обещанной глубины 10 здесь стало что-то около 5. И я заволновался. В итоге я вернулся на более рекомендованный курс. То есть ширина этого прохода метров 50. А когда, если был бы, например, отлив, то есть вся вода оттуда, она как сюда бы пошла, и так волны-то очень немаленькие. Какой контраст по состоянию моря. Стоило зайти и вуаля, опять хорошо, ровненькая водичка. Ну, я считаю, миссия выполнена. То есть вот где-то здесь, близко к выходу, а завтра опять в море, но это уже другая история. Хочу я попасть вот сюда. Завтра Кейп Лютра. 44 мили. На этом все.